Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодняшний ролик — это некоторое продолжение вот этого ролика. Там я говорил о десятке своих любимых гоночных играх детства. Сегодня же я задал два вопроса своим товарищам по ютубу. Почти все персоны в данном ролике как-либо, но связаны с гоночными играми. Итак, какие вопросы услышали мои коллеги? Первый — ваша первая гоночная игра. Второй — ваша любимая гоночная игра из детства. Пожалуй, чтобы вписаться в этот ролик, я сделаю вот так. Теперь, пожалуй, я и сам отвечу на два данных вопроса. Моя первая гоночная игра — это был Need for Speed Most Wanted 2005 года. Примерно в 2006 году мой отец решил собрать наш первый компьютер, купил уже все комплектующие, но, понятное дело, Windows и установить железо он сам не мог. Поэтому он позвонил своему хорошему другу, который все это и сделал. Тот самый хороший друг как раз мне и принес два диска. Один даже это были не диски, это были коробочки с пиратскими болванками, где было фломастером написано Need for Speed Most Wanted. Вот. И там был диск Most Wanted. Он его как раз и установил, я тогда начал играть. Спустя много лет я, правда, узнал, что под Most Wanted там был второй диск, это был Carbon. Насчет любимой игры гоночного детства, это, наверное, все-таки как раз Most Wanted и Carbon, потому что они были первыми. Я очень много времени также провел в Pro Street, который у меня был лицензионный диск, также родители его купили. И очень много времени я убил в Burnout Paradise 2008 года. Много машин я там разбил, я чуть ли не все 50, там их было 70, чуть ли не все 50 у меня были открыты. То есть там за 50 я зашел, прошу прощения за оговорки. Еще очень много времени я убил в игре «Тачки» по одноименному мультфильму, потому что для игры по кинопродукту эта игра была выполнена в очень хорошем плане. Привет, Макс, привет всем! И ответить на первый вопрос, какая же у меня была первая гоночная игра, я, к сожалению, не смогу, потому что я четко помню, что две мои любимые первые игры было, это Far Cry 1 и GTA Vice City, а с гонками у нас как-то складывалось сумбурно, то есть они все вместе пришли в нашу жизнь, и я помню вот четко три гоночных игры, с которых я, наверное, начинал, только с какой именно, я точно не помню. Ford Racing 3, что-то такое было. Там на каких-то классических машинах гоняться надо было. Trackmania, это где на гоночной Формуле 1 по всяким там рампам гонять, короче, такая веселая тоже игра была. Ну и, конечно, Need for Speed, это первый Underground был. Это было вообще на дачах у моего знакомого, у которого, как обычно, знаете, у всех, только у одного был комп, все остальные к нему ходили играть. Именно тогда, да, я и познакомился с этой игрой. Запомнилась она мне тем, наверное, что вот все вот эти вот неоны были, подсветки, город такой весь красивый был, ночной весь светился. Вот, наверное, вот этим вот запоминался. Тюнинг, конечно, то, что можно было на тачку всякой ерунды впихнуть, которую в то время мы даже не понимали, что это такое, нам вот всего и побольше надо было, да. Могу сказать, что вот вся вот эта вот андеграундная тема именно вот с подсветками, с этой фигней у меня засела глубоко. У меня даже на машине до сих пор стоит неонка, правда, я никогда не включаю, во-первых, потому что я ночью не езжу, во-вторых, просто палевно, как бы уже, мир ушел дальше, и никто этим, все про это забыли, то есть как будешь как не в своей тарелке, скажем так. Вот. Еще одна была игра, это Street Racing Syndicate, если кто помнит, это игра, в принципе, она вышла наравне со вторым, наверное, андеграундом в 2004 году. У меня сразу все несколько игр гоночных появилось, потому что комп появился в 2004 году, самый первый. А, насколько я помню, первый андеграунд, он вроде еще в 2003 вышел. Так вот, Street Racing Syndicate тоже, на самом деле, классная игруха была, там и тот же самый тюнинг, и заставочный ролик там офигенный, намного круче, чем даже в андеграунде, мне кажется. Вот, просто что андеграунд это как такого рода, вообще серия Need for Speed такого рода получилась, как марка Mercedes BMW, да, то есть какой бы хороший сейчас машину там Opel не делал, все равно BMW и Mercedes это у всех уже на слуху, и остальным до них уже просто не догнаться. Вот, поэтому, наверное, Street Racing Syndicate ушел на второй план, хотя игрушка на самом деле тоже очень крутая. А какая самая любимая игра? Наверное, все-таки это NFS Underground 2, хотя я его сначала вообще не любил. Как-то потом со временем пришла вот эта вот ностальгическая любовь, наверное. Вот, и Most Wanted, конечно. Carbon мне вообще не нравится, потому что там графа фигня, каменные лица, все вот эти вот. Просто я с точки зрения как бы кинематографа и съемок, да, мне больше нравится, как сцена сделана с нормальными живыми актерами, там, при условии там 3D графики вокруг, чем вот эти вот пытаться сделать каменные лица, чтобы рты вот так вот открывались, но, 3D-шные. Мне кажется, это все фигня. Вот, пока технологии не дошли до того, что у нас будет человек и 3D-объект один в один, то я думаю, смысл пихать таких людей в игру бесполезно. Минус Most Wanted был, мало было кат-сцен. Я помню, что было, ты играешь сначала,
потом пол игры проходишь просто гонки и концовка как бы. Вот, если бы не вот эта эффектная концовка, я думаю, эту игру тоже никто не запомнил. Вот, если бы вот еще катсцены были по центру, это было бы вообще идеально. Вот, поэтому, наверное, любимая игра это Most Wanted и Underground 2. Наверное, все. С вами был канал Доната Синема. Всем пока. Привет. Моей первой игрой, гонкой, в принципе, была какая-то игра, похожая на Марио. Я помню, это было в детском саду, нас завели в кабинет информатики, я не знаю, и там была какая-то игра, там на картинках, гоночки, это была 2D-шная игра, ну типа вид как в 3D, но 2D. Вот, и я помню, я на ней пытался гонять, делать первые шаги, так сказать. Вот. Я не помню точно, какая это была гонка, но вроде бы это была какая-то Марио, может какой-то там Марио Карт, но это не точно. Любимая гонка детства — это Vigilant 8 на PlayStation 1 и Crash Team Racing, скажем так. То есть сложно сказать, какая из этих игр мне нравилась больше. Я играл в них одновременно, ну то есть примерно равноценно, но это разные игры. Crash Team Racing — это аркадные гоночки, а Vigilant 8 — это гонки на выживание на автомобилях. У меня на канале есть ролик. Вот. Ну, если уж выбирать между чем, то пускай будут любимые гоночки детства, это Crash Team Racing. Тут Максим попросил меня ответить всего лишь на 2 вопроса, и первый из них это какая у меня первая гоночная игра. На самом деле я максимально старый человек, поэтому у меня первая моя гоночная игра была даже там не на плойке первой, не на Денди, а на Тетрисе. Да, в те времена был Тетрис, где, вы помните, там такие вот пиксельные всякие игрушки были. И, в общем-то, там была игра, где нужно было ехать на машинке, и нужно было обгонять наших соперников, точнее, уворачиваться от них. Это была такая вот максимально казуально простая игра, но, тем не менее, если считать именно ее самой первой, она самая первая и есть. Потому что поиграл я в нее, наверное, когда мне было лет 6, может даже 5. Я тогда взял Тетрис у своего брата и просто рубился в эту гоночку днями напролет, а потом у меня уже появился свой Тетрис, родители мне его купили, и там я уже играл в эту игру, там была даже другая вариация, где можно было еще стрелять из этой машинки, и соперники типа взрывались. Прям настоящая милота была. Любимая гоночная игра детства. На самом деле достаточно сложный вопрос, но тем не менее, если вспоминать, то практически сразу после Тетриса я потом у брата двоюродного смог поиграть в PlayStation 1 в Need for Speed High Stakes. У него тогда он был. И получилось так, что это и стала моя любимая гоночная игра детства, потому что со временем, когда мне опять же родители купили мою PlayStation 1, я в основном там рубился в Need for Speed High Stakes, либо в Need for Speed Porsche Unleashed. Поэтому, по сути, у меня как бы 2 любимых игры. Это 2 Need for Speed, 4 и 5, по сути. Но это так получилось, что это был тот промежуток времени, когда в эти Need for Speed играли все. Но если именно по времени брать, то больше всего я играл Need for Speed High Stakes. Меня тогда до глубины души просто поразила начальная заставка. Я каждый раз на нее смотрел просто с открытым ртом. Мне она нравилась нереально сильно. И самое крутое, что диск у меня, между прочим, тот самый, сохранился, в который я достаточно частенько играл. Это, естественно, пиратская копия. Ни о какой здесь лицензии разговора нету. Диск выглядел вот так вот. Но и самый еще один такой вот эксклюзив будет для зрителей канала Макса. Тот телевизор, на котором я играл, он до сих пор есть. Ему лет 25, наверное, может быть 23, плюс-минус где-то так, 23-25, и он до сих пор стоит. Я его очищал, реставрировал, и он работает до сих пор, поэтому иногда я люблю погрузиться в ностальгию, взять плойку, подключить к тому телеку и запустить Need for Speed High Stakes, либо Porsche Unleashed. Вот такая у меня первая гонка, и вот такая у меня любимая гонка детства. А вы там давайте Максимке Лойса возите. Всем привет, меня зовут Евгений Сончик, и, пожалуй, игры гоночного жанра — это для меня самые главные игры с самого детства. Если честно, я настолько древний, что ответить на вопрос, какая игра среди гоночек была самая первая в моей жизни, я уже не помню, потому что в моем детстве были консоли Dendy. Наверное, сейчас молодежь даже не знает, что это такое. Это такая древняя консоль с картриджами, с таким квадратным джойстиком. Я не помню, если честно, чтобы там были какие-то игры именно среди гоночек. Я помню, что-то было на Sega, Road Rush или как там, где на байках нужно было дубасить разных чуваков. Если это можно назвать гоночками в каком-то смысле. А еще игра от Blizzard, там, где нужно на джипиках с видом от третьего лица под рок-н-ролл гонять.
Я не помню, если честно, как она называется. Напишите в комментах. Короче, была такая игра забавная на Sega. Наверное, вот это были самые первые мои игры гоночного жанра. А что касается любимых игр по гоночкам детства, то, наверное, самая-самая для меня икона, причем по воспоминаниям по сей день, это Gran Turismo 2. От студии Polyphony Digital на первом PlayStation. Это игра, в которую я просто погрузился, что называется, с головой. И играл в нее очень плотно и очень долго. Это игра, которая познакомила меня с понятиями Apex, точка торможения, передний привод, задний привод, полный привод. Вообще, что такое гоночный этикет и правильное вождение в принципе. Это игра, которая подарила челлендж, там где нужно было бороться за бронзы, извините, лицензии, даже бронзу получить было очень сложно. Это классная карьера была с классным саундтреком, с огромным количеством автопарка. И вообще идея, когда тачки, которые доступны нам здесь и сейчас, ну понятно, что не когда я был ребенок, но в целом обычные тачки, и на них можно дубасить на треках. Но это было прямо очень жирно. И эта игра была отцом современных автосимуляторов. И с глубоким таким посылом, так сказать, и там и ралли, и, короче, все на свете было. Это 100% топ-1. Ну и не могу не упомянуть, пожалуй, еще классические Need for Speed и третий, ну так-сяк. Очень сильно мне заходил High Stakes, это была четвертая номерная часть Need for Speed, а также Porsche Unleashed. С неповторимой атмосферой, с просто бешеными тачками на красивейших, как мне тогда казалось, пейзажах. На первом PlayStation, знаете, графон нас впечатлял, когда она была актуальна, потому что после того, что мы видели, опять же, на тех 8-битных там Dendy и Sega, это было нифига себе. Первая PS, это была вообще просто отвал башки. Но я уже молчу, то, что пошло дальше, это совершенно другая тема. Ну, короче, классический NFS, Gran Turismo 2 в моем сердце, наверное, навсегда. Это однозначно мои самые любимые игры гоночного жанра в детстве. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравился такой экспериментальный ролик. Если это так, то напиши, пожалуйста, об этом в комментариях. Ссылочки на мои соцсети находятся в описании. Всем спасибо, всем удачи и пока.